Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. И в этом видео предлагаю вспомнить необычные небесные явления, известные нам в истории прошлого, потому что эти необычные небесные явления влияли на судьбы государств, на нашу историю. Там мы увидим, как в нашу историю вмешивались параллельные цивилизации высокоразвитые. Увидим неизвестные нам катастрофы и множество других чудес. А нужно нам, потому что тот, кто не понял своего прошлого, вынужден переживать его снова и снова. И чудеса прошлого повторятся в наше время. Их нужно понять, потому что не всегда они несли положительный эффект, мягко говоря. Тит Ливий. Годы жизни 59 год до нашей эры, 17 год нашей эры. Древнеримский историк. Он автор частично сохранившейся истории от основания города, то есть Рима. Он в этой истории описал множество чудес и знамений. Вот он описывает, что происходило во времена похода Ганнибала на Рим. Общее чувство страха усилилось к весне вследствие чудесных явлений, известных, о которых то и дело приходило с разных сторон. Например, в Сицилии оконечности копий воинов горели огнем. В Сардинии у всадника, осматривающего караулы, конечность кинжала, который он держал в руке, была как бы в огне. По берегу горели огни во многих местах. На 2 щитах выступал кровавый пот. Несколько воинов было убито громом. Солнце изменило свой образ и представилось в уменьшенном виде. В Пренесте упали с неба раскаленные камни. А в Арпах видели на небе подобие военных щитов и борьбу солнца с луной. В Копенах среди дня вышли 2 луны. В Церах воды источника бежали, как бы смешанные с кровью. Кровавые пятна были видны там же, в роднике Геркулеса. В Антии в корзины жниц попали запачканные кровью колосья. То есть происходит огромное количество событий, и все они связаны, скорее всего, как раз с тем, что идет какая-то маленькая катастрофа, вызванная, как всегда, кометой. Это стало понятно уже в наше время, когда мы собирали, систематизировали информацию. То есть все эти чудеса вызывает эффект прохождения кометы, кометного вещества, его выпадения на Землю, перекрытие солнечного света. Ну, продолжим читать, что же там за чудеса продолжались. В Фалерах видели, как небо как бы расступилось, и оттуда показался чудесный свет. Пластинки, жребия церковного оракула, сами собой уменьшились, и одна из них выпала. На ней было написано: «Марс потрясает оружием». В то же время в Риме на статуе богини воинств на Аппиевой дороге у изображения волков выступил пот. В Капую видели небо как бы в огне и подобие луны, падающее с дождем. У некоторых коз выросли вместо шерсти волосы. Курица обратилась в петуха, а петух в курицу. Консул изложил все это сенату и ввел в его присутствие свидетелей, а потом спросил сенат о мнении, что определено вследствие этих чудесных явлений принести искупительные жертвы, частью из больших животных, частью из молочных, и в продолжении 3 дней приносить общие мольбы у подножия всех изображений, богов и богинь. Соответственно, чудес было множество, все они были в коротком промежутке времени, и как от них решили откупиться. Они как бы посоветовались с богословами и решили следующее. Поднести Богу Отцу Юпитеру золотую громовую стрелу в 22 килограмма весом, а Богоматери Юноне и богине науки серебра. Точно так же и Автинийской богине царицы, и Анувийской Богоматери хранительницы. То есть они начали приносить жертвы богам. То же самое были запланированы праздники типа Сатурналия, и тоже постоянно приносили жертвы богам того времени. Но на самом деле это не просто так. Дальше мы встретим, что после того, как приносили жертвы богам или начинались какие-то правильные песнопения, оказывается, это могло остановить катастрофу или прекратить ее. Это, например, известно о землетрясении, которое было в 447 году нашей эры в Константинополе. То есть это землетрясение разрушило Константинополь, начался голод и мор. Катаклизм сравнял с землей стены 57 башен.
Затем произошло новое землетрясение, еще более сильное, чем все предыдущие. Историк Никифор сообщает, что в испуге жители Византии оставили свой город, собрались в сельской местности, они все время молились, умоляя избавить город от полного разрушения. Они сами были не в меньшей опасности из-за движения земли, которая поглотила почти что угодно, совершенно неожиданно. Город погибал, погибали жители, землетрясения продолжались, что это было, никому не известно. Так что же это все освободило? Происходит необычное небесное явление. Посреди всей толпы ребенок был внезапно поднят силой воздуха так высоко, что его потеряли из виду. После этого он спустился вниз и как бы и поднялся и рассказал патриарху Проклу, самому императору, собравшейся толпе, что он только что присутствовал на великом празднестве ангелов, приветствующих Господа в своих священных песнопениях. Вернувшись на землю, мальчик рассказал людям, что слышал, как ангелы славили Бога, воспевая: «Святый Божий, святый могучий, святый бессмертный, помилуй нас». И что голос повелел ему передать патриарху Проклу, что отныне люди должны молить Бога именно так, ничего не добавляя к этому. Патриарх велел народу петь этот гимн, после чего земля перестала трястись, а ребенок почил. Акакий, епископ Константинополя, утверждает, население всего города видело это своими глазами. Походу, икона это изображает это явление. Извините меня. 447 год, целый ряд землетрясений, город Византий практически стирается в пыль, люди в страхе убегают в сельскую местность, и все это останавливает подобные чудеса. Не кажется ли вам, что это какое-то вмешательство более высокоразвитой цивилизации, которая может управлять погодой и природными явлениями? Зачем это им надо, вопрос открыт. Мы в прошлых видео находили цивилизацию летающих городов, Олимпов. Так, та цивилизация одна из более высокоразвитых, которая существует на Земле. Вы замечали, что после болезни организм восстанавливается все дольше, а прежняя зарядка иммунитета уже не работает. Врожденная защита дает сбой, и ей нужна серьезная поддержка. Здесь на помощь приходит синтезит иммуноактив. Я уже рассказывал, что его основа – это особая молекула железа, которая не просто добавляет его в кровь, а помогает нормализовать саму работу кроветворной системы. Но главное – это результат. Ваши собственные силы мобилизируются, и организм начинает справляться сам. Сейчас сезон повышенных нагрузок – это не просто добавка, а реальный инструмент, чтобы укрепить свой защитный барьер по-настоящему. И сейчас вы можете легко его приобрести. Я настроил скидку на озон, чтобы вы могли заказать синтезит иммуноактив быстро и с гарантией от официального поставщика. Ссылка для заказа уже ждет вас в описании под видео. А по промокоду Виктор30 перед оплатой вы получите 30% скидки на весь ассортимент синтезита. Но промокод действует только до конца декабря. Также обязательно посмотрите раздел «Отзывы на Озон». Там много интересных отзывов. Но не только чудеса происходили в Римской империи. Например, чудеса Японии. 460 год. Согласно древней японской рукописи Нихони, там император того времени отправился на охоту в горы с луком и стрелами, когда неожиданно с неба спустился высокий человек в странной шапке, облегающей одежде. По его лицу и манере поведения император подумал, что я встретил самого Бога, и решил спросить его, кто он такой. Высокий человек ответил: «Я Бог видимых людей. Ты назови мне имя своего царя, а я тебе назову имя моего». Император ответил: «Я Вака, Така, но Микота». И высокий человек назвал свое имя. «Твой покорный слуга, Бог Хита Кота Муси», что буквально означает «Бог одного слова». Добро, которое одним словом распыляет зло, а другим словом добро. Он покинул свою колесницу, летающий корабль фактически, излучающий свет, и присоединился к императору в его охотничьей экспедиции. Я дико извиняюсь, здесь встречаются две цивилизации. Земная, ее руководитель, и все-таки та цивилизация высокоразвитая, которая существует на нашей Земле. И я так понимаю, этим дело не ограничилось, потому что
Вот опять же та же Япония, 556 год нашей эры. То есть во время правления императора того времени был встречен странный человек, посетитель с неба, который при встрече с ним сказал императору: в прошлом, во время правления императора Оха Хацусе, ваша страна испытывала сильное давление со стороны Кореи и оказалась в довольно критическом положении. Если после почтительной молитвы божественному существу, основателю вашей страны, вы поможете правителю, которому угрожает гибель, то в государстве наступит спокойствие, а между народами установится мир. Недавно мне сообщили, что ваша страна перестала почитать Верховного Бога. Если вы сейчас покаетесь в своих прежних грехах и построите храм этому Богу и принесете жертвы в честь Его Божественного Духа, ваша страна будет процветать. Не забывайте об этом. Ну, я, конечно, дико извиняюсь. Это еще раз подтверждает, что рядом с нами существуют высокоразвитые цивилизации. Опять же, цивилизация Олимпов, которая взирает на наш мир и является нам покровителями. Я показывал уже много раз в своих видео. Переходите, посмотрите. Она как раз и контролирует, как мы здесь развиваемся. И эти подношения богам просто как бы уважение к тем, кто основал нас, позволил нам существовать и развиваться в этом явном мире. Да, непростом, но все-таки. Ну, тут же мы видим прямое вмешательство более высокоразвитых сил в простую нашу цивилизацию земную. Ну, чудеса продолжались по всему миру. Еще одно чудо: 12 мая 1922 года, Болгария. Там были видны джинны в красных облаках. То есть посол Сюзан Ар-Расси возглавил миссию, отправившийся из Багдада в Болгарию, с целью заручиться поддержкой короля для создания военного союза против хазарского каганата. В первую ночь, которую они провели в стране Алмуша, в небе наблюдалось странное явление. Секретарь миссии так описал это наблюдение: я видел, что перед окончательным исчезновением солнечного света в обычный час молитвы горизонт неба сильно покраснел, и я услышал в воздухе громкие звуки и сильный шум. Потом я поднял голову, и, о чудо, недалеко от меня было видно облако, красное как огонь. И этот гомон, и эти звуки исходили от него. И вот стало видно в нем что-то похожее на людей и лошадей. А в руках каких-то фигур внутри него, похожих на людей, были луки, стрелы, копья, обнаженные мечи. И вдруг появился рядом с ним другая аналогичная вооруженная группа, черная и в черном облаке, в которой я также видел людей, лошадей и вооружение. И этот отряд стал атаковать другой, как кавалерийский отряд атакует другой. То есть подобные чудеса происходят в X веке нашей эры, ну где-то в районе Болгарии. Небесных знамений хватало и на Руси. Так, в 1491 году по католическому календарю, а по древнеславянскому в 6999 году было явление в воздухе святого великого князя Александра Невского. В лето 6999 в Великом Новгороде Владимире произошло страшное явление и знамение гнева Господня. Так Господь наказывает нас и ведет от греха к покаянию. В один из дней после утренней молитвы многие свидетели увидели следующее. Над каменной церковью Богоматери, как раз над тем местом, где останки святого князя Александра упокоились, на самом куполе той церкви они видели странный знак. Как будто вокруг расстелилось легкое облачко или тонкий дым, белый, как чистый иней, яркий, как солнце. Тогда люди увидели образ святого князя на белом коне, поднимающийся к небу. Люди, увидевшие это, очень испугались и стали звонить в колокола по всему городу. Ну, к чему это было, оставьте ваше мнение в комментарии. Есть, конечно, куча других ужасающих чудес, где не только есть видение, но и воздействие как бы на наш явный мир. Есть отчет от 1 марта 1564 года между Мехеленом и Брюсселем, что небо стало, как бы было ясное, но около 9 часов стало огненным, отбрасывающим вниз отражение на землю. Так что все стало желтоватым. Затем появились в небе фигуры 3 мужчин в царских одеждах с коронами на головах. И они оставались видимы в течение почти 3/4 часа. Они постепенно приближались, а затем исчезли. Тогда, внимание, с неба упали страшные камни, большие и маленькие. Некоторые из них были весом в 5 килограмм. А вы все время спрашиваете, откуда у нас засыпанные города.
Этих чудес у нас хватает и с неба. Чудес хватало и в Сибири, 1582 год, светящиеся вооруженные крылатые воины. Хан Кучу, хан сибирского ханства, наблюдал явление, которое он назвал знамением. Он действительно видел, как небо разверзлось в 4 углах вселенной, и вышли из него яркие вооруженные крылатые воины. Когда они подошли к лагерю Кучума, воины окружили его и приказали хану бежать. Он был потрясен и приказал своему войску уйти. Они убежали в страхе и спрятались в лесу. И хану показалось, что его преследуют какие-то небесные воины. Слева хан Кучум в кашлыке. Обратите внимание, что хан почему-то обычный белый человек, бородатый, в короне, что присуще в первую очередь королям. Я уже обращаю внимание, что есть какие-то и маленькие люди, и большие. Будем думать, что внизу все-таки это не мы обычные люди того времени, а это дети. Хотя на детей они, честно говоря, не похожи. А может быть, как раз и показывают нам и гигантов, и людей нашего роста современного. И опять же показывают, что Сибирское царство это непонятно какие-то там чинайцы, там заселившиеся. Это были как раз остатки Тартарии, которые всеми способами уничтожались, как и память о ней. Хотя во всех русских летописях почему-то так называемые моголо-тартары они обычные белые люди. Причем они сидят в каменных палатах. Хотя перед нами вроде бы должна быть Сибирь. Продолжим. Потому что чудес хватало по всему миру. Например, Англия, 1662 год. Черный квадрат и великие звезды. С 2 отростками внизу, похожими на ноги со ступнями, двигающимися взад-вперед. То есть 11 мая 1662 года около Солташа, Корнуолл, Англия, в приходе святого Стефана были замечены подобные чудеса. Очень большая звезда, которая казалась четырехугольной, а от нее исходили или свисали 2 подобия человеческих ног с четкими ступнями кроваво-красного или огненно-алого цвета. Затем появилась черная квадратная субстанция примерно 5-7,5 сантиметров, как показалось наблюдателям, которая встала между звездой и кровавыми ногами. Но так как оба объекта оставались хорошо различимы, это явление продолжалось до тех пор, пока не появилась другая великая звезда такой же яркости, но не такая большая, как первая. Эта звезда постоянно двигалась взад-вперед и, казалось, соперничала с упомянутой черной субстанцией и ногами, пока те полностью не исчезли. В конце концов она одолела и первую большую звезду, заняв ее место, после чего мгновенно исчезла. Затем появилась Луна, которая двигалась по своему обычному курсу. Откуда эти чудеса? По моему мнению, читая Виманику Шастру, мы наблюдали, что опять же те же НЛО могут принимать любой вид и создавать любые иллюзии. Вполне вероятно, там была просто какая-то битва НЛО. За что они дрались, зачем, почему принимали такой вид для наблюдателя с Земли? Оставьте свое мнение в комментариях. У нас есть совершенно удивительные сведения про 19 век. Чарльз Форд в своей книге «Книга проклятых» сообщает, что в 1846 году, согласно газетным сообщениям того времени, в нескольких районах мира пролились настоящие кровавые дожди. И в небе были замечены всевозможные странные огни, светящиеся объекты. Диапазон и частота выпадения подобных веществ, падающих с неба вместе с ливными дождями, действительно поразительно. Мы говорим не просто об одном или 2 случаях, когда с неба падало непонятно что, и это непонятно что варьировалось от ливней до потопов, внимание, да? Их следует иметь в виду любому, кто интересуется селевыми потопами. Потому что были сообщения об алебастре, муравьях, золе, говядине, личинках жуков, ягодах, битуме, крови, масле, древесном угле, осколках фарфора, золе, просто угле, паутине, монетах, крабах, раках, угрях, рыбе, плоти, студенистом веществе. Помимо этого с неба падали зерно, сено, лед, железные шарики, медузы, известняк, ящерицы, грязь, мидии, раковины, устрицы, камни, кварц, смола, соль, песок, сандаловое дерево, семена шелка, улитки, змеи, икра, пауки,
резные и фигурные камни, черепахи и, конечно же, жабы и лягушки. А еще с неба падали глыбы льда, огромные кровавые куски льда, разбивавшиеся о дома и машины. Они падали с безоблачного неба при полном отсутствии дождей. Вот это все, что я перечислил, это были отдельные дожди, которые зафиксировались в то время. Так что это вообще было? Это так НЛО баловались, бомбардировали обычных людей? Или это все-таки были, опять же, какие-то кометные проделки? Или что это было-то? Это середина 19 века. Опять же, многие исследователи говорят, что в 19 веке чудес хватало. И были необычные и пожары, и необычные наводнения, и войны. То есть, могло ли это происходить все просто так? Нет, была какая-то причина. Это была точно не наша цивилизация. Тогда кто это делал? Зачем? Почему? Почему такие объемы? Оставьте свое мнение в комментариях. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.